Правда ли, что Чон Джун Кук не смог сдержать слезы после просмотра момента с Тэхёном в журнале W Korea? Что на самом деле происходило за кулисами, что так глубоко тронуло его сердце? Узнайте всю историю, которая никогда ранее не раскрывалась. Не забудьте оставить комментарий, поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить следующую эмоциональную историю. Возможно ли, что один единственный момент на экране способен заставить человека потерять контроль над своими чувствами? Почему Чонгук, тот, кто всегда казался сильным, спокойным и редко показывал свою уязвимость на публике, вдруг не смог сдержать слез после просмотра видео Тэхёна для W Korea? Этот вопрос потряс фанатов по всему миру, породив волну догадок, восхищения и тайн, которые до сих пор остаются неразгаданными. История началась с короткого видео, всего 2 минут, в котором Тэхён снимался для эксклюзивной фотосессии журнала W Korea. Но каким-то образом за его мягкой улыбкой, пронизывающим взглядом и чарующей аурой скрывалось нечто иное, нечто, что пробудило самые глубокие чувства Чонгука. Фанаты, наблюдавшие за прямым эфиром Чонгука в ту ночь, стали свидетелями перемены, которую трудно было объяснить. Сначала он выглядел расслабленным, немного смеялся и даже шутил со зрителями. Но когда на экране появились фрагменты видео с Тэхёном, атмосфера вдруг изменилась. Лицо Чонгука напряглось, дыхание стало неровным, и через мгновение слезы медленно, но неотвратимо покатились по его щекам. Несколько секунд, которые показались вечностью, он не произнес ни слова. Только тишина и неподвижный взгляд в экран, словно время остановилось. «Почему он так расчувствовался из-за видео?» – спросил кто-то в комментариях, а тысячи других могли лишь писать эмодзи с плачущими и сердечками. Но те, кто хорошо знал динамику отношений между двумя, Чонгуком и Тэхёном, понимали, дело было не просто в видео, это было отражение чего-то гораздо более глубокого, возможно, воспоминаний или чувств, которые больше нельзя было скрывать. В ту ночь имя Чонгука заполнило интернет волной обсуждений. Одни фанаты утверждали, что он был просто тронут достижениями Тэхёна, другие же были уверены, что за его слезами скрывался куда более сильный эмоциональный подтекст. Один близкий источник, пожелавший остаться неизвестным, даже рассказал, что Чонгук уже видел этот клип раньше, но решил не смотреть его публично, пока наконец-то не сдался. «Он знал, что это видео тронет его сердце», — сказал источник. Но в тот вечер он сказал, что хочет посмотреть его вместе со всеми, и оказалось, что эмоции невозможно было сдержать. Но однако были ли эти слезы лишь проявлением гордости и ностальгии, или за ними скрывалась другая история, неизвестная публике? Многие давние фанаты BTS помнят времена, когда Тэхён и Чонгук были особенно близки. Они часто появлялись вместе в блогах, делились смехом, а иногда тихими моментами, которые говорили больше, чем слова. Они были не просто участниками одной группы, они были как две родственные души, выросшие вместе под давлением мира. Но с годами многое изменилось. Их совместные появления перед камерами стали реже, и начали появляться различные теории о том, что между ними выросла дистанция. Кто-то считал это естественным явлением взросления и профессионализма, другие чувствовали, что чего-то не хватает. И именно в ту ночь будто невидимая стена между ними вдруг рухнула. Тэхён в видео для W Korea выглядел потрясающе, элегантно одет, с аурой, которую трудно описать словами. Он выглядел как человек, примирившийся с самим собой, сильный, уверенный и свободный. Но для Чонгука каждое движение и каждый взгляд в этом видео были не просто искусством, это были осколки времени, части жизни, которую они когда-то разделяли. Когда камера приблизила лицо Тэхёна, устремившего взгляд прямо в объектив, словно он говорил без слов, Чонгук медленно опустил глаза. Его пальцы, обычно беспокойные, вдруг замерли. Он прикрыл в лицо рукой, глубоко вдохнул и вновь посмотрел на экран. Его глаза блестели от слез. «Он выглядит иначе», – тихо произнес он, почти шепотом, но микрофон уловил его голос достаточно отчетливо, чтобы миллионы фанатов услышали эти слова. Для кого-то это была просто фраза, но для тех, кто знал историю их отношений, слово «иначе» имело особый глубокий смысл.
Тэхён действительно сильно изменился с начала своей сольной карьеры, стал свободнее в самовыражении, начал экспериментировать с личным стилем, концепциями и эмоциями. И, возможно, для Чонгука видеть Тэхёна таким было смесью гордости и грусти. Гордости за друга, достигшего невероятного, грусти, потому что их пути теперь разошлись. После окончания эфира соцсети взорвались. Чонгук плачет из-за Тэхёна стала мировой трендовой темой за считанные минуты. Кадры с этого эмоционального момента разошлись по Twitter, TikTok и YouTube, вызывая самые разные интерпретации. Кто-то считал это трогательным, кто-то слишком личным, но никто не мог отрицать, что это было искренне, по-настоящему и глубоко. Еще больше загадочности добавляло то, что позже Чонгук никак не прокомментировал произошедшее ни на одной платформе, ни пояснений, ни постов, будто он хотел, чтобы момент говорил сам за себя. Но в его молчании родились тысячи интерпретаций. Скучал ли он по чем-то из прошлого? Или это видео пробудило воспоминания о тех днях, когда все было иначе, до того, как их имена стали известны всему миру, когда они были просто двумя юношами с большими мечтами в маленькой тренировочной комнате в Сеуле. Многие преданные фанаты даже пересматривали старые ролики, пытаясь найти зацепки, моменты, когда Чонгук смотрел на Тэхёна тем же самым взглядом, что и той ночью. И чем больше они смотрели, тем яснее понимали – эти эмоции были не чем-то новым. Одно было неоспоримо. В ту ночь мир увидел самую человеческую сторону Чонгука. Он больше не был просто золотым макне с безупречным образом, а человеком, который может быть уязвимым, которого трогают красота, воспоминания и, возможно, тот, кто когда-то был ему особенно близок. И в тишине после завершения эфира в умах миллионов повис один вопрос – были ли эти слезы выражением тоски или прощанием, которое так и не было произнесено? После трансляции Чонгук еще долго сидел на своем месте. Свет в комнате приглушился, на экране все еще оставался финальный кадр видео Тэхёна для W Korea, и тишина была такой плотной, что можно было услышать его дыхание. Он долго смотрел на экран, словно на кого-то далекого, но близкого в памяти. В его правой руке была нетронутая бутылка воды, левая прикрывала часть лица. Не было камер, не было зрителей, только он сам и тень, смотрящая на него с экрана. Взгляд Тэхёна в видео казался таким реальным, таким глубоким, словно он пронизывал время и пространство. Чонгук глубоко вздохнул, пытаясь успокоить грудь, сжатую от напряжения. «Ты теперь выглядишь счастливым», – прошептал он едва слышно, словно обращаясь к тому, кого, возможно, уже нет рядом. Через несколько минут он медленно закрыл ноутбук. Но чувство не исчезло. Наоборот, стало еще глубже. Он подошел к окну и посмотрел на темную ночную сеульскую панораму, усеянную огнями города. Холодный воздух просачивался сквозь стекло, но тело его согревали воспоминания, кружившиеся в голове. Лицо Тэхёна, которое он когда-то видел каждый день, смех, звучавший по общежитию, и ночные разговоры, казавшиеся бесконечными. Чонгук знал, что слезы, упавшие в ту ночь, были не просто от трогательности. В них смешались ностальгия, гордость, тоска и легкое чувство вины. Были вещи, которые так и не были произнесены. Вещи, которые можно было понять лишь коротким взглядом и долгим молчанием. И, возможно, только Тэхён мог понять смысл этих слез. Тем временем, в другой части города, Тэхён тоже наблюдал за реакцией мира на свою фотосессию. Он не ожидал, что проект вызовет столь сильный эмоциональный отклик, особенно у того, кто когда-то был ему так близок. Среди бесконечных уведомлений одно сообщение привлекло его внимание. Не от прессы и не от команды, а от человека, который был частью его жизни больше, чем кто-либо другой. Короткое сообщение от Чонгука. «Красиво. Ты выглядел счастливым». Вот и все. Коротко, просто, но с огромным смыслом. Тэхён долго смотрел на это сообщение. Чонгук глубоко вздохнул, пытаясь успокоить грудь, сжатую от напряжения. «Ты теперь выглядишь счастливым», – прошептал он едва слышно, словно обращаясь к тому, кого, возможно, уже нет рядом.
Через несколько минут он медленно закрыл ноутбук. Но чувство не исчезло, наоборот, стало еще глубже. Он подошел к окну и посмотрел на темную ночную сеульскую панораму, усеянную огнями города. Холодный воздух просачивался сквозь стекло, но тело его согревали воспоминания, кружавшиеся в голове, лицо Тахиона, которое он когда-то видел каждый день, смех, звучавший по общежитию, и ночные разговоры, казавшиеся бесконечными. Чонгук знал, что слезы, упавшие той ночью, были не просто от трогательности. В них смешались ностальгия, гордость, тоска и легкое чувство вины. Были вещи, которые так и не были произнесены, вещи, которые можно было понять лишь коротким взглядом и долгим молчанием. И, возможно, только Тахион мог понять смысл этих слез. Тем временем в другой части города Тахион тоже наблюдал за реакцией мира на свою фотосессию. Он не ожидал, что проект вызовет столь сильный эмоциональный отклик, особенно у того, кто когда-то был ему так близок. Среди бесконечных уведомлений одно сообщение привлекло его внимание не от прессы и не от команды, а от человека, который был частью его жизни больше, чем кто-либо другой. Короткое сообщение от Чонгука. «Красиво. Ты выглядел счастливым». Вот и все. Коротко, просто, но с огромным смыслом. Тахион долго смотрел на это сообщение. Он знал, что за этими двумя предложениями скрывается нечто большее, то, что нельзя выразить словами. Он начал писать ответ, потом стер, его пальцы зависли над экраном, не зная, с чего начать. Наконец он положил телефон, глубоко вздохнул и уставился в окно своего гостиничного номера на ночное небо. «Может быть, он тоже что-то почувствовал», – тихо произнес он. Через несколько дней атмосфера между ними стала горячей темой среди фанатов и в развлекательных медиа. Журналисты начали строить догадки об их изменившихся отношениях с тех пор, как они сосредоточились на сольных проектах. Но для тех, кто знал их с самого начала, дело было не в дистанции или разлуке, а в росте. Чонгук и Тахион прошли вместе более 10 лет, пережив подростковый возраст, давление славы и переход во взрослую жизнь. Они росли под светом прожекторов, но и в тени усталости и самоисследования. И естественно, что в какой-то момент им нужно было немного разойтись, чтобы найти свои лучшие версии самих себя. Но то, что случилось той ночью, доказало – несмотря на физическую или карьерную дистанцию между ними, есть нечто, что не может исчезнуть. И, возможно, именно это сделало слезы Чонгука такими искренними. Не слезы утраты, а осознание, что, хотя теперь они идут разными дорогами, их все еще связывает что-то, чему невозможно дать имя. На следующий день фанаты заметили новое на личной музыкальной платформе Чонгука – плейлист под названием «If You Knew» – «Если бы ты знал». Песни были проникнуты меланхолией, с текстами о времени, встречах и о человеке, который когда-то был центром чьего-то мира. Фанатам не понадобилось много времени, чтобы догадаться, кто стал вдохновением. Комментарии заполнили страницу. Это о Тахионе? Почему тексты похожи на незаконченные разговоры? Ему не нужно ничего объяснять, мы и так все понимаем. Но Чонгук ничего не подтвердил. Он написал лишь одну фразу в описании плейлиста. «Некоторые эмоции не исчезают, они просто меняют форму». Прошли дни, но тот момент продолжал жить в памяти всех. Каждый раз, когда их имена упоминались вместе, воспоминание о той ночи всплывало снова. И даже когда Тахион позже появлялся в интервью, рассказывая о своем новом проекте, фанаты замечали, как его взгляд слегка смягчался, когда интервьюер произносил имя Чонгука. Он слабо улыбнулся и ответил спокойным, но глубоким голосом: «Я всегда ценю тех, с кем вырос. Они часть того, кем я являюсь сейчас».
И этого одного предложения хватило, чтобы интернет вновь взорвался. Но за заголовками и анализами происходило нечто более персональное. В своей тишине Чунгук продолжал писать, песню за песней, записывая эмоциональные вокалы, вкладывая чувства в мелодии, которым не нужны слова. Некоторые продюсеры, с которыми он работал, тоже это замечали. «В этот раз в его голосе есть что-то другое», — сказал один из них, как будто он, наконец, позволил себе быть полностью открытым. И, возможно, этот момент Чунгук сдерживал слишком долго. После многих лет под давлением необходимости всегда быть сильным, слезы той ночи были не слабостью, а освобождением. Тем временем Тэхион начал больше говорить о своем эмоциональном пути. В одном интервью он признался, что проект «Свобу Юкоре» стал переломным моментом в его жизни. «Я почувствовал, что это как новая версия меня», — сказал он, «не из-за того, как я выгляжу, а потому что начал понимать, кто я на самом деле». Он добавил, «Иногда, когда находишь самого себя, находишь и тех, кого потерял на пути». Эта фраза вновь подогрела волну догадок. Имел ли он в виду Чунгука? И словно сама Вселенная говорила с ними, через несколько дней после этого интервью Чунгук выложил фото в Инстаграм, ночное небо, снятое из окна своей спальни. Без подписи, без эмодзи, просто то же самое небо, что Тэхион опубликовал раньше. Фанаты заметили это в считанные секунды, и интернет вновь вспыхнул. «Они все еще связаны», — написал один фанат. «Может быть, в тишине они все еще разговаривают». С той ночи их отношения больше не были столь заметны на публике, как раньше, но под поверхностью что-то изменилось. На каждом мероприятии, на каждой сцене, даже в каждом взгляде, пойманном камерой, чувствовалась едва уловимая искра, ощущаемая лишь теми, кто знает их долгую историю. И хотя, возможно, мир никогда не узнает всей правды, стоящей за теми слезами, одно остается очевидным. Есть часть Чунгука, которую Тэхион никогда не сможет отпустить, и часть Тэхиона, которая навсегда останется в Чунгуке.